Режим намерен приравнять бело-красно-белый флаг и лозунг «Живи Беларусь» к нацистской символике, настоял на этом известный своей любовью к горячительным напиткам депутат Игорь Марзалюк. Для этого он провел немало времени в Национальной библиотеке в поиске данных для обоснования своего фашистского законопроекта. Приурочить принятие закона планируется к 22 июня, Дню памяти жертв Великой Отечественной войны. В проекте документа указано, что БЧБ-флаг использовался рядом организаций, сотрудничавших с оккупантами во время войны, а приветствие «Живи Беларусь» является коллаборационистским и использовалось предателями наравне с кличем «Хайль Гитлер». Стоит отметить, что депутат Марзалюк хорошо знает толк в фашизме. Он совершенно безнаказанно демонстрировал жесты «Зиг Хай» в эфире пропагандистского телевидения. Хотя в любой цивилизованной стране за такое он должен был получить как минимум крупный штраф. Однако в Беларуси под оккупационным режимом законы работают только в одну сторону. И в продолжение темы о запрете БЧБ еще до принятия так называемого закона из школьных библиотек уже требуют изъять книги о гербе, погоне и БЧБ. Речь идет об учебниках Виктора Ляхара «Военная история Беларуси. Герои, символы, цвета» и «Военная символика белорусов. Знамена и мундиры». При этом автор издания считает, что заявления о коллаборантах, которые под бело-красно-белыми флагами во время Второй мировой войны убивали белорусов, ложь, и этому нет ни одного документального подтверждения. Как оказалось, письмо об изъятии книг подписала чиновница Молодеченского райисполкома Инна Драпеза. Эта сотрудница пользуется в своем городе печальной известностью. Она отдавала приказ о помещении в приют несовершеннолетней дочери местной демократической активистки Олеси Садовской. А на саму женщину написала заявление о возбуждении уголовного дела. В результате таких действий чиновницы девочка оказалась в казенных застенках почти на год, а ее мать в тюрьме. Однако даже это не вершина айсберга. Драпеза причастна к трагедии, которая 5 лет назад вызвала широкий общественный резонанс. Речь идет о гибели на сельхозработах школьницы Виктории Попчени. Приказ об отправке школьников на картошку был подписан лично Драпезой. После этого случилось непоправимое. Девочка попала под колеса грузовика, и спасти ее не удалось. При этом виновным трагедии сделали водителя, а не чиновницу, которая отправила детей на принудительный труд во время школьных занятий. Однако шансы на привлечение Драпезы по уголовному делу о гибели ребенка все же остались. Судя по всему, именно по этой причине чиновница столь рьяно выслуживается перед режимом. Цинично позировала, накинув БЧБ-флаг на плечи, и садилась ягодицами на мраморную плиту. С таких слов начинается текст постановления о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Минска. Девушку обвиняют в том, что она сняла видео для ТикТока возле Вечного огня. За небольшой ролик, в котором минчанка позировала с БЧБ возле мемориала, ее обвинили сразу по 2 статьям – о надругательстве над памятником и хулиганстве. Санкция каждой статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Отметим, что на волне репрессий, связанных с протестной символикой, количество административных дел, связанных с любым использованием сочетания белого и красного цветов, исчисляется тысячами. Судя по всему, с принятием закона, придающего национальному флагу статус экстремистской символики, в ближайшее время нас ожидают цунами уголовных дел на людей, которые произносят здравницу в честь своей родины. Такое даже абсурдом не назовешь. Это чистейшей воды идиократия. Замглавы МВД Николай Карпенков, известный своими жестокими методами для борьбы с мирными протестующими, а также инициатор по созданию лагерей для белорусов, выступающих за перемены, выходить на пенсию не собирается. Байпол получил документальное подтверждение того, что 31 августа прошлого года Лукашенко продлил срок службы Карпенкову сверхпредельного возраста до сентября 2025 года. То есть вместо положенных 50 лет сторонник насилия и беззакония будет служить диктатору до 57. Отпраздновал указанное событие Карпенков в свой день рождения 6 сентября в кафе «Аппетит». Правда, необычным для нормальных людей способом. Громил совместно с подчиненными витрину заведения. Это не единственное, чем Карпенков запомнился белорусам. Свою карьеру садиста он начал строить еще в далеком 2006-м, когда лично руководил избиением кандидата в президенты Александра Козулина и стрелял по машине активиста Юрия Радзивилла. Он также участвовал в избиении кандидата в президенты Владимира Никляева и разгоне мирной акции протеста 19 декабря 2010 года в Минске. В этом году Карпенков отличился особой жестокостью, натравливая на белорусов вооруженные группы. Столь фанатичное рвение к войне с собственным народом и преданность преступнику заслуживает отдельного внимания, возможно, даже экспертов по психиатрии.
Впервые за 30 лет после гибели Виктора Цоя в Минске выступила группа «Кино». Несмотря на опасения, что музыкантам придется исключить из сет-листа фактически гимн августовских протестов, песня «Перемен» все же была спета. Стоит отметить, что все композиции прозвучали в оригинальном исполнении Цоя, голос которого был оцифрован со старых студийных записей. Визуальной заменой погибшему артисту стала графика, разработанная его сыном Александром. Гитарист Юрий Каспарян поприветствовал полные трибуны Минск-арены словами «Спасибо, что дождались нас в эти непростые времена», после чего прозвучала долгожданная песня. К слову, во время ее исполнения на трибунах можно было заметить несколько человек с красно-зелеными флагами. Как выяснилось позже, это были провластные активисты, поход которых на концерт был организован через общество участников автопробегов за нелегитимного. При этом билеты выдавались централизованно, о чем ебатьки отчитывали в своем телеграм-канале. Во время концерта милиция вывела из зала одного из зрителей, который после вернулся на шоу. Радостно отметить, что все эти мелкие неприятности не смогли испортить зрителям впечатление от поистине исторического события. Чемпионат Европы по баскетболу для некоторых болельщиков начался с конфликта с полицией. На стадионе в Испании белорусы махали БЧБ флагами, за что получили замечание, мол, это не зарегистрированная символика, ее нужно либо убрать, либо покинуть трибуны. Кроме того, болельщиков обыскали. Однако наши флаги все же появились на провластном телевидении во время трансляции игры. Правда, недолго. Уже через 4 секунды кадры закрыли заставкой турнира. Несмотря на неприятный инцидент с испанской полицией, нашей женской сборной удалось обыграть Испанию, а уже сегодня Беларусь сыграет против Словакии. Фонд спортивной солидарности начал кампанию по лишению БТ прав на показ Олимпийских игр в Токио. Связано это с тем, что режимное телевидение транслирует пытки и является голосом насилия над мирными протестующими. Окончательное решение по лишению режимного телевидения трансляции важнейшего спортивного мероприятия будет принято Международным олимпийским комитетом и рядом других организаций. Мы также можем повлиять на их решение и оставить в их социальных сетях комментарий с просьбой лишить провластное телевидение права освещать Олимпийские игры в Токио. Ссылки мы оставим в описании к этому видео. Важно отметить, что неделю назад Европарламент также принял резолюцию, в которой призвал лишить Беларусь права на трансляцию спортивных мероприятий. И это все на сегодня. Завтра в 17:00 подключайтесь к нашему традиционному субботнему прямому эфиру с моим коллегой Дмитрием Семеновым. Я же прощаюсь с вами до понедельника. Хороших всем выходных и живе Беларусь!